1792 году французская революция разожгла пламя европейского конфликта, который растянется на целое поколение. Это была борьба за господство в Европе и по всему миру. Конфликт, развернувшийся на суше и на море. В этой войне сменяющихся союзов самым непримиримым соперничеством стало противостояние Франции и Британии. На суше Британия не могла бросить вызов Франции, но на море все было иначе. Королевский флот Британии властвовал на морях так же уверенно, как Наполеон на суше. В эпоху, когда парусный флот господствовал на морях, каждое сражение становилось настоящим испытанием мастерства и выносливости. Сила ветра, маневры, дисциплина команды – все это определяло исход битвы. Мы расскажем, как велись морские сражения в эпоху парусного флота. «1797 год. Революционные войны продолжаются уже 5 лет. На суше доминирует Французская республика. Она уже захватила Нидерланды и Северную Италию, и теперь ее армии наступают на Австрию. На море британский флот остается непревзойденным, одержав ряд побед над Францией. Однако новый союз между французами и испанцами представляет серьезную угрозу британскому морскому господству. По своим боевым качествам британский флот превосходит любого противника. Его экипажи опытны и хорошо обучены, в то время как Франция потеряла многих своих морских офицеров во время революции, а Испания страдает от нехватки средств и подготовки. Британия обладает и самым большим флотом, около 144 линейных кораблей, крупнейших судов своего времени, участвующих в решающих морских сражениях. У Франции их всего 69. Однако новый союз с Испанией добавляет к этому числу еще 84 испанских корабля. Если союзники смогут объединить силы на море, они превзойдут британский флот численностью и смогут добиться решающей победы, которая изменит ход войны. Самым крупным соединением британского флота является флот Ла-Манша, состоящий из 16 линейных кораблей и охраняющий берега метрополии. Отдельные эскадры следят за атлантическими портами Франции, где базируются несколько мощных французских соединений, крупнейший из которых находится в Бресте. Средиземноморский флот Британии, 10 линейных кораблей, действовал с баз на Корсике, Эльбе и в Неаполе. Однако с вступлением Испании в войну британцы оказались в значительном меньшинстве в Средиземном море и приняли решение стратегически отступить к берегам Португалии. Здесь флот был усилен до 15 линейных кораблей, а его командующий, адмирал Джон Джервис, получил приказ пристально следить за действиями испанцев. В феврале 1797 года 5 испанских торговых кораблей отправились из Малаги на южном побережье Испании в Кадис. На их борту находился важный груз ртути, необходимый для очистки золота и серебра, который был доставлен в Кадис из колоний Испанской империи в Новом Свете. Этот конвой считался настолько ценным, что его сопровождал мощный эскорт – испанский линейный флот, 27 линейных кораблей и несколько фрегатов. После сопровождения торговых судов в Кадис, испанский командующий, адмирал Кордова, планировал направиться в Брест для объединения с французскими силами. Если ему удастся это осуществить, британцы столкнутся с огромным союзным флотом, их величайшей стратегической угрозой. С помощью мощного левантийского ветра испанский флот быстро прошел через Гибралтарский пролив. Однако ветер отнес их слишком далеко в Атлантику.
Пытаясь вернуться в Кадис, они оказались в густом тумане, застилавшем море. Тем временем британский фрегат HMS «Минерва» возвращался из дипломатической миссии в Италии. На борту находилась восходящая звезда Королевского флота коммодор Горацио Нельсон. Его целью было присоединиться к флоту адмирала Джервиса у мыса Сан-Висенте. Фрегат сначала пережил напряженную погоню у Гибралтара. Затем, темной и туманной ночью 11 февраля, он неожиданно оказался рядом с испанским флотом. Британцы оказались настолько близко, что сквозь туман слышали голоса испанцев. Минерва осталась незамеченной и смогла ускользнуть. Спустя 2 дня Нельсон достигает британского флота. Его донесение подтверждает полученные ранее отчеты. Враг находится поблизости, хотя его численность все еще неизвестна. Джервис приказывает своему флоту готовиться к бою и направляется на перехват. Адмирал Джон Джервис, командующий Средиземноморским флотом, происходил из зажиточной семьи среднего класса, но в 13 лет сбежал, чтобы поступить на службу во флот. Ему 62 года, и за его плечами 40 лет морской службы, большая часть которых прошла в сражениях с французами и испанцами. Он многократно участвовал в битвах, но это будет его первое командование крупным флотом в бою. Ему повезло с подчиненными. Среди его капитанов выдающиеся офицеры, такие как Коллингвуд, Трубридж, Сумарес и Нельсон, каждый из которых впоследствии станет легендой флота. Флагманский корабль Джервиса HMS Victory, стареющий, но мощный 100-пушечный линейный корабль. Командующий испанским флотом адмирал Хосе де Кордова, испанский аристократ, 65 лет. Он также вышел в море в 13 лет и имеет за плечами долгую службу, включая участие в нескольких научных экспедициях в Новый Свет. Он был назначен командующим испанским флотом совсем недавно, скорее из-за принципа старшинства, чем по заслугам, и под его началом находятся сразу 6 других адмиралов. Флагманский корабль Кордовы – могучий Сантиссимо Тринидад. На его борту 130 орудий, что делает его самым мощно вооруженным военным кораблем в мире. Сантиссимо Тринидад возглавляет мощный флот из 27 испанских линейных кораблей, хотя 4 из них так и не успеют принять участие в сражении. 7 кораблей флота считаются перворанговыми линейными кораблями, то есть имеют на борту 100 и более орудий. У Джервиса всего 15 линейных кораблей, из которых лишь 2 относятся к первому рангу. На бумаге испанское превосходство в огневой мощи выглядит колоссальным, но количество орудий – это еще не все. Решающим фактором может стать скорость и эффективность их использования. К тому же экипажи Кордовы не укомплектованы до конца, а многие моряки неопытны. Оба флота сопровождают несколько фрегатов и других малых кораблей, которые обычно не участвовали в линейных сражениях, но использовались для разведки и передачи сообщений. На рассвете британский флот начал движение на юг 2 колоннами. Сквозь туман слышны сигнальные выстрелы испанцев. Враг близко. В то время как британский флот целеустремленно движется вперед, готовясь к бою с противником, испанцы оказались рассредоточены в попытках достичь Кадиса. Их силы разделены на 2 группы.
Малая, состоящая из 5 кораблей на востоке под командованием адмирала Морена, и основная, на западе, во главе с адмиралом Кордовой. Обе движутся курсом на восток-юго-восток. При сохранении текущих курсов британские корабли могут пройти между этими группами. Когда туман рассеялся, испанский флот предстал перед глазами, и Джервис осознал, что его силы значительно уступают в численности. Марсовые стопов мачт передают на палубу непрерывный поток докладов. Видно 8 испанских кораблей. 20 кораблей. 27 кораблей. Наконец, Джервис не выдерживает. Довольно считать. Жребий брошен. Будь их хоть 50, я все равно пройду сквозь них. Испанцы тоже заметили британский флот. Основная группа повернула на север, стремясь пройти вдоль британцев и обойти их флот. Малая группа испанского флота взяла курс на северо-запад, пытаясь соединиться с остальными силами. Британцы уступают численностью, но если Джервису удастся вклиниться между двумя группами испанского флота и сражаться с половиной врага за раз, его шансы значительно возрастут. По мере сокращения дистанции, Джервис приказывает своим кораблям выстроиться в линию баталии, чтобы прорваться между двумя испанскими соединениями. Маневр выполняется быстро и слаженно, с HMS Culloden во главе колонны. В то же время адмирал Кордова испытывает трудности с выстраиванием своих кораблей в линию баталии после маневра. Они продолжают двигаться разрозненной группой, что может затруднить ведение огня. Бой начинается в 11:30 утра, когда британский авангард открывает огонь. В 12:08 Джервис приказывает своим кораблям поочередно совершить поворот на 180 градусов, чтобы сохранить контакт с основными силами противника. Тем временем приближается малая испанская группа, создавая угрозу прорыва британской линии в месте ее поворота. Если этот маневр удастся, они смогут разделить британский флот, сделав его уязвимым. Опытные британские капитаны удерживают плотное построение, не оставляя испанцам ни единого шанса создать разрыв. Однако атака была решительной. HMS Colossus получает серьезные повреждения парусов и теряет управление. Соседние корабли Орион и Irresistible открывают прикрывающий огонь. Испанцы, наконец, сталкиваются с таким сокрушительным залпом бортовых орудий, что отказываются от попытки прорвать британскую линию и поворачивают обратно. Для британцев теперь важна каждая минута. Силы адмирала Кордовы начинают отходить. Он намеревается обойти британский флот и вновь соединиться с остальной частью своего флота. Чтобы помешать Кордове, кому-то из британцев придется предпринять что-то решительное. Коммодор Нельсон командует HMS Captain, 74-пушечным кораблем, находящимся ближе к концу британской линии. В ту эпоху соблюдение линии баталии считалось жизненно важным для безопасного и эффективного маневрирования флота. Однако Нельсон замечает, что в текущем построении испанцы вскоре выйдут из зоны досягаемости. Сразу после часа дня Нельсон принимает решение действовать. По собственной инициативе, игнорируя явные указания адмирала Джервиса, он приказывает своему кораблю совершить поворот и в одиночку направляется прямо к основному испанскому соединению. HMS Captain готовится в одиночку вступить в бой с 6 испанскими кораблями,
включая гигантский флагман Кордовы «Сантиссимо Тринидад». В условиях ветра Нельсону потребуется 45 минут, чтобы сблизиться с противником. Все это время его корабль находится под мощным обстрелом испанцев. Их огонь не отличается ни скоростью, ни точностью, но постепенно часть рангоута и реев Кэптейна получают повреждения. Кажется, что рискованный маневр Нельсона может провалиться. Однако помощь уже близка. Когда Джервис на борту Виктори замечает, что Нельсон покинул линию, он подает сигнал другим кораблям развернуться для поддержки. HMS Excellent под командованием капитана Коллингвуда реагирует быстрее всех. HMS Culloden также оказывается достаточно близко, чтобы вступить в бой с испанскими кораблями арьергарда. Несколько из этих кораблей уже получили серьезные повреждения. Сальвадор дель Мундо фактически выведен из строя. Сан-Исидро оказался сильно потрепан. Двигаясь на поддержку Нельсона, HMS Excellent дает бортовые залпы по испанским кораблям с близкой дистанции. Оба испанских судна спускают свои флаги, сигнализируя о капитуляции. Смелый маневр HMS Excellent вынуждает Сан-Николас попытаться уклониться, но в результате он сталкивается с Сан-Хосе. Нельсон замечает возможность. Его корабль тяжело поврежден, но сохраняет достаточно хода, чтобы протаранить Сан-Николас и попытаться взять его на абордаж. Нельсон лично возглавляет абордажную команду, пробираясь на борт корабля через выбитое окно капитанской каюты. После короткой, ожесточенной схватки и выстрелов из пистолетов в упор, команда Сан-Николаса сдается. Они потеряли более 200 человек, около трети своего состава. Но Нельсон еще не закончил. Его люди попадают под мушкетный огонь с Сан-Хосе, находящийся рядом с Сан-Николас. Собрав больше людей, Нельсон начинает второй абордаж, переходя с палубы Сан-Николас на Сан-Хосе. Испанская команда, ошеломленная внезапной атакой, также сдается. Этот невероятный подвиг, когда один захваченный корабль использовали как мост для взятия другого, вскоре получил звучное название «Запатентованный мост Нельсона для абордажа линейных кораблей первого ранга». Нельсону сдалось столько испанских офицеров, что у него скопилась целая гора их шпаг, и он был вынужден передать их своему рулевому. Флагман Кордовы, гигантский Сантиссимо Тринидад, теперь находится под мощным обстрелом 3 британских кораблей. Его экипаж уже потерял более 300 человек. Около 4 часов дня распространяются слухи, что он спустил флаг, но из-за дыма, шума и общей неразберихи это сложно подтвердить. Прежде чем британцы успевают его захватить, к нему подходят 2 неповрежденных испанских корабля и помогают отбуксировать его в безопасное место. Британские корабли слишком повреждены, чтобы преследовать противника, который начал перегруппировку и все еще может представлять угрозу. Джервис подает сигнал своему флоту выстроиться и обеспечить безопасность 4 уже захваченных испанских кораблей. Пока Кордова с оставшимися силами направляется к Кадису, британцы начинают праздновать выдающуюся победу. Несмотря на численное превосходство противника, битва у мыса Сан-Висенте завершилась значительной победой британцев. 4 испанских линейных корабля, включая 2 первого ранга, были захвачены. Испанцы потеряли около 800 человек убитыми и ранеными, еще 3000 попали в плен. Британские потери составили всего 73 убитых
и 227 раненых. Блестящий успех Нельсона позволил закрыть глаза на его несоблюдение приказов. Вместо этого он был возведен в рыцари, став кавалером ордена Бани. Адмирал Джон Джервис был удостоен титула графа Сент-Винсента, щедрой пенсии и других почестей. В 1801 году он был назначен первым лордом Адмиралтейства, политическим главой Королевского флота. Он прожил до 88 лет и навсегда остался в памяти как один из величайших адмиралов Британии. Адмирал Кордова, напротив, оказался в опале. Историки и его офицеры сходятся во мнении, что в бою он проявил мужество, однако ответственность за поражение была возложена на его неудачные маневры. Его отстранили от службы и запретили появляться при испанском дворе. Он умер в 1815 году. Битва у мыса Сан-Висенте не стала сражением на уничтожение. Однако ее стратегические последствия были значительными. После поражения деморализованный испанский флот вернулся в Кадис, где был блокирован британцами, что нейтрализовало угрозу объединения испанского и французского флотов. А уже в следующем году британская эскадра под командованием контр-адмирала Нельсона вернулась в Средиземное море. Вскоре она начнет преследование французского флота, перевозившего армию генерала Бонапарта в Египет. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминание в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову, Джону Владимирову, Сергею Резнику, Даниле Леонидовичу, Виктору Уманцу и Иосифу Божичу.